Всем привет, народ! Сегодня мы будем разговаривать о телеграм-боте, тапалке Bullish Farm Game. У меня уже были, наверное, может, парочку роликов очень-очень давно по поводу этого телеграм-бота, но он не настолько популярный, и в нем не столько много происходит событий, чтобы о нем часто снимать, но я до сих пор в него тапаю, играю в этого бота. Развиваю тут свою ферму. Если интересно, я здесь не буду сейчас описывать всю эту механику, все действия, которые здесь нужно совершать, как это все делать, потому что это займет очень много времени, ну и повторяться нету смысла. Я закреплю вам ролик, вот здесь наверху, получается, по Bullish Farm. Если будет интересно, перейдите, посмотрите, где я описываю всю механику, что здесь происходит и в чем заключается смысл этой тапалки. Сегодня мы будем говорить немножко про другое, об обновлении, которые наконец-то вышла в этой тапалке. Я уже думал, что она начинает понемножечку загибаться. Меня это начало пугать. Я сюда все равно вложил энную сумму денег. Если не ошибаюсь, что-то в районе 200 или 250 долларов сюда занес, а может даже 300. Ну, где-то так, теоретически. Вам и крайне не советую так делать. Не вносите донат в тапалки, чтобы потом не ждать полгода и не продавать это все, возможно, даже в убыток себе. Так что не заходите в тапалки, не тратьте время. Не вносите сюда донат, не кормите всю вот эту вот команду тоновскую там и команду разработчиков. Заработают они денег, а вы не заработаете. 2 икса сделать за полгода — это такое себе сомнительное мероприятие. Давайте быстренько переходить, потому что уже времени много, болтовни много. Итак, в Bullish Farm у нас вышло новое обновление. Тут потихонечку, сейчас скажу, ботом пользуется на данный момент 75 тысяч человек. До этого пользовалось гораздо больше, там около, наверное, 200 с чем-то было, потом спадывало до 80, сейчас уже 75. И вот у них было затишье, ничего не происходило, я думал, все, тапалка сдулась. И тут, хлопс, выходит обновление. У них есть здесь какой-то чат, все здесь обсуждает народ. То есть, игра живая, есть здесь живая аудитория, которая до сих пор играет. Вот, переходим сразу в бота. И здесь вот у нас, во-первых, появился новый приятель. За 1000, опять же, звезд мы его можем приобрести. Либо он может попасться нам в ящики. Но в ящики шанс очень маленький, что он попадется. Он тут 12 дней будет действовать. И в чем заключается фишка? Появилась у нас новая локация, где мы теперь добываем токены. Добыча токенов началась. Отправляйте приятелей в локацию для обмена ключей на токены. Высокий уровень, большое количество приятелей увеличат ваши награды. Вот в чем смысл. Мы же здесь, говорю, перейдите в ролик в тот, если хотите. Мы здесь добывали ключи, никакие не токены, ничего. И у нас должен был быть аирдроп, и ключи в этом аирдропе были замешаны. И вот, наконец, и вышла вот эта вот новость, обновление. Теперь мы эти самые ключи, которые мы все время с вами добывали, если вы там играете, точнее, я добывал, давайте говорить так. Вот, и я не знал, когда все это будет. Вот, наконец-то вышло это обновление. Теперь мы здесь, грубо говоря, уже зарабатываем токены этого проекта. Вот с таким бычком. Итак, к локации. Текущий статус токенов. Всего добыто 0 пока процентов. Я говорю, народу, ботом пользуется вместе 75 тысяч человек, народу не так уж тут много. Выделено для майнинга 3 миллиарда токенов. Скорее всего, это и будет там теоретически эмиссия этого проекта. Не 3 миллиарда, конечно. Допустим, миллиардов 5 они сделают эмиссию токена. Возможно, будет больше, может 10 миллиардов, да, может это первый только этап, на котором мы будем их добывать, потом еще может быть какой-нибудь второй этап, потому что по дорожной карте, давайте здесь закончим, перейдем к дорожной карте и там увидим это все. Токенов осталось, добыли, получается, в данный момент там 4262 токена. Мои токены, я уже 14 токенов добыл, и ориентировочная начальная цена, это их предположение. Они не могут так утверждать, конечно. 10 центов. И вот я 14 токенов добыл, это уже 1,4 доллара. Осталось совсем немножко отбить свое. Вот. Закругляемся, переходим во вкладочку. Вот здесь вот она есть, airdrop. Вот здесь были критерии airdrop, в котором ключи являются одним из важнейших факторов для получения airdrop. Чем больше ключей у вас, тем больше токенов вы сможете получить. Вот, и здесь вот у нас та самая дорожная карта, типа дорожная карта, где она? Сейчас, грубо говоря, скоро появится коллекция NFT, собирайте полную коллекцию Bullish Farm NFT, активируйте, улучшайте свои фермы, производственную линию и токены. И лутбоксы, используйте ключи, чтобы открывать лутбоксы с ценными наградами. То есть ключи нам еще пригодятся в дальнейшем. До этого тут у них, я не знаю, у них была дорожная карта. Давайте еще раз попробуем во вкладочку. Как играть, зарабатывать, настройки. Есть еще континент США, который будет скоро.
И вот они описали, что NFT, еще плюс лутбоксы, то есть, ну, вряд ли airdrop будет скоро. Ну, типа монетки мы пока внутри игры уже фармим. Давайте переходить. Во-первых, приятели наши, у меня их 10 штук, их максимальное количество, вот 10 штук. Плохо, что я вот не задумывался о том, чтобы прокачивать их уровни. Я думал, они в принципе-то сильно и не пригождаются, думаю, много не приносят они. Я их не стал так сильно качать. Вот это была моя ошибка, надо было прокачивать. И ключи, вот у меня их 300 тысяч, в принципе, теоретически могу там сколько-то количество токенов оттуда выдернуть. Давайте переходить, смотреть. Вот здесь появился, он был здесь, вот этот значок карты, но теперь он стал кликабельный. Раньше писали, что скоро появится. Но если мы сюда перейдем, вот они наши локации, на которых мы добываем те самые токены. По сути, у нас всего 4 локации. Это драгоценности пустыни, в которой требования первого уровня приятель, и он один туда отправляется, и чем выше у него уровень, тем больше шансов, что он оттуда вернется с наградой. Да, фишка в том, что здесь не факт, что вы добудете, ну, экспедицию отправите своих приятелей, не факт, что он принесет вам токен. За это дают один токен за 4 часа. То есть на 4 часа вы отправляете своего приятеля, 300 ключей тратится, и он добывает вам один токен с каким-то шансом. Давайте вот если ткнем, видите, тут примерно указано, вот если мы самый маленький, там, слон, ну, здесь просто первого уровня, да, требуется. У меня вот 5-6, они вот 3 уровня, даже лама, она там 89% шанса, что она добудет у меня токен. Лама это. Ой. Вот. Переходим далее. Следующая локация у нас сокровищная шахта. Очень сокровищная. Какая сокровищная шахта? 4 часа также, но уже 2 токена нам добывают наши приятели в экспедиции в этой. Также тратится здесь уже 600 ключей. Ну, теоретически конвертация, один токен 300 ключей. То есть, если у меня 300 тысяч токенов, ну, 1000 токенов я добуду по цене в 10 центов, это $100. Свое не отбил. Увы и ах. Будем надеяться, токен будет стоить подороже, чем 10 центов. Вот. И в эту локацию мы уже отправляем 3 приятелей. До 3 приятелей, у меня, видите, 2, можно отправлять меньше. И они должны быть 3-го левела. Но сейчас вот здесь я не смогу вам показать, но смысл в том, что вот здесь, если я отправляю там 4-го, 5-го левела приятелей, да, у них шанс уже здесь где-то 20 с чем-то процентов. То есть, видите, нет, побольше. Вот видите, шанс выигрыша, вот у меня 2 приятеля, лама и слон, да, давайте перейдем, посмотрим, отправить на локацию. Вот лама у меня 3-го уровня и слон у меня... Слон у меня 4-го уровня. Видите, с такого уровня персонажи у меня с шансом 51% добывают вот эти 2 токена. То есть не факт, что они оттуда принесут. Следующее это Кристальное озеро. Здесь можно отправлять до 5 наших приятелей. Минимальный уровень 5. И здесь уже добывается 4 токена за 4 часа. И вот у меня 3 с шансом 48%. Я вот пока так ставил, а потом подумал, что, наверное, надо ставить как бы это, ну, побольше, чтобы шанс побольше был. Пускай вот эти 2 только гонять, но будут быстрее и эффективнее, потому что вот у меня с какой-то они возвращались с какой-то уже без награды. И последнее самое, это Солнечная поляна. 8 токенов за 4 часа. До 7 приятелей можно отправлять. У меня вот здесь 5. Минимальный уровень 6. И вот у меня с шансом они 59,4% добудут у меня вот эти токены. Вот так примерно здесь происходит вот теперь майнинг токенов. В принципе, теоретически это долгий процесс. Ну и как видите, здесь очень мало отнимается, потому что народу очень мало играет по факту. Так что, ну, я думаю, я даже успею, может быть, потратить все ключики. Но я теоретически еще в процессе вот здесь делаю все-таки отправки на континенты, чтобы балансовые ключи поддерживать немножечко. Вот видите, у меня, допустим, Энди приехал, готов, он его загружаем, отправляем, 140 ключей. Мы с него поимеем. Но 18 миллионов токенов, ну не токенов, золотых монеточек тоже он нам дает. Вот такие вот новости вышли у нас по Bullish Farm. Следом они обещали еще какие-то командные бои, там, не знаю, не бои. Игры вот в этой дорожной карте пропало. Давайте я попробую зайти на ютубчик, на свой старый ролик и посмотреть ту самую дорожную карту. После раздачи airdropа проект проведет полноценный GameFi проект. Выданные токены можно будет продать на бирже, либо использовать для дальнейшего приумножения активов. Токеномика проекта будет представлена позже. Следите за официальными новостями. Нет, ну все-таки где-то... вот, что же я вас тут смущаю. Дорожная карта проекта, она и была. Значит, я не ошибался. Вот, смотрите, что у нас здесь. По второй фазе, вот мы когда пошли, срочные задания с Энди, они были давно. Я уже, когда начал играть, они уже были. Запуск челленджа.
челленджей. Челленджи уже там 10-й. Давайте перейдем, посмотрим. Да, вот тут какой челлендж у нас был. Ну, какой-то по счету, по-моему, 10-й он был челлендж у нас. И вот он прошел, получается, вот челленджи запуск. Потом автоферма. Автоферма она уже была, когда я начал играть. Ну, то есть это уже довольно-таки много времени прошло. И вот запуск командных игр. Команды у нас появились, до этого не было вкладочки вот этой команды. Команды появились, и вот здесь сейчас разблокировка локаций с уникальными предметами. Про США, как я и говорил, мы там будем добывать уникальные предметы, которые нам потом впоследствии, возможно, пригодятся. И вот у них есть третья фаза, это NFT героя для локаций, NFT для улучшения фермы, уникальные коллекции, достижения и уникальные скины героев. То есть это вот все вот они выпустят, это третьей фазы, то есть это, наверное, месяц-два, так как они, ну, вот это обновление очень долго выпускали. И четвертая фаза, наконец, у нас TGE, airdrop, переход на GameFi и релиз игры в Apple Store и Google Play. То есть они хотят сделать мобильную версию вот этой вот игрушечки, и чтобы там внутри этой игры, ну, грубо говоря, вы вот здесь будете вот эти покупки делать, можно их будет осуществлять, скорее всего, за карточкой, там, за денежку какую-то, за фиат, допустим, там, USDT-шечкой и криптой в виде их токена с какой-нибудь скидкой, как делают, например, Кэти, да, у себя в тапалках. То есть вот, и народ-то все равно сейчас уже начинает потихоньку завязываться в крипте, в кошельки иметь там, да, и потихоньку это все начнет внедряться, то есть вы будете закупать токены эти, ну и тратить в их тапалки. Потому что народу, кто играет в такие вот мобильные игры, их достаточно. Если вы перейдете там в Google Play и посмотрите какие-то там фермы, что они тут... сколько у них скачиваний, да, сколько людей в них играет, в принципе, перспектива есть какая-то. Есть у токена, но меня пугает то, что вот пользователи, у них каждый месяц все меньше, меньше, меньше тапалки становится, но, видите, по крайней мере, обновления не выпустили, то есть не потерялись. Я буду следить за новостями, вам не советую заходить в подобные тапалки, потому что тем более вот уже осталось 75 тысяч всего наш человек, кто в нее играет, и, возможно, есть такой проект To The Moon, был точнее такой проект To The Moon, возможно, вы о нем знаете, я в нем тоже участвовал, качал этот корабль, качал этот корабль, и в один прекрасный день там уже осталось 5000 пользователей в этом боте, и все, никаких обновлений, корабль уже никуда не летит, ничего не происходит, никаких новых сезонов, все, тапалка сдулась, а я туда немножечко вносил донатик. Очень печальненько. Так что вот это может быть все то же самое здесь произойти. Они увидят, что нет у них аудитории, то есть нет никакого развития у проекта. Хотя рекламку здесь они каждый день обновляют. То есть мы здесь смотрим, вот здесь каждый раз новые постеры рекламные выходят, за которые мы получаем награды. То есть денежка у них вроде идет, их может пока им достаточно. Но все это может в один прекрасный момент сдуться. Так что не советую вам заходить в подобные тапалки, вносить сюда донаты. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.